Друзья, осталось меньше 3 дней до новолуния. Что обязательно нужно успеть сделать до новолуния, чтобы не потерять деньги? Друзья, далее все более подробно. Давайте начнем с того, что конец июня, а именно 29 июня в 4 часа 52 минуты нас с вами встретит новолуние в знаке зодиака Рак. Рак по себе достаточно интересный знак зодиака, и если вы все правильно сделаете, подготовитесь, вы не только сможете остаться с деньгами, но и также привлечете изобилие, достаток и благополучие в июле этого года. Обращаем ваше внимание, что именно июль это будет тот месяц, когда многие знаки зодиака обратятся к материальным вопросам. Обращаем ваше внимание, сам июль пройдет в знаке зодиака Телец, но влиять будет достаточно Марс. А когда происходит в звездном небе именно такое соотношение, это говорит о том, что именно июль для нас очень важен будет по вопросам денег, финансов, доходов, бытовых дел. Поэтому очень важно правильно подготовиться к новолунию, правильно его встретить, и тогда вы сможете в июле не только решить все свои финансовые вопросы, но и привлечь деньги, а также выйти из тех финансовых, денежных проблем, которые у вас существуют на данном этапе в жизни. Обращаем ваше внимание, что до новолуния осталось совсем очень мало времени. И если вы сейчас посмотрите, то все находится в таком затишье. Где бы вы что-то ни стремились сделать, осуществить, договориться, подписать контракты, все проходит достаточно вяло, где-то неуверенно, где-то с апатией, да и люди сами в этот период достаточно неоднозначно относятся к тем или иным ситуациям. А дело в том, что у нас сейчас с вами последняя стадия убывающей Луны. А значит, подпитки для людей мало, а значит, люди не могут высказать все то, что они желают. Поэтому сейчас очень важно для каждого из нас остановиться и уделить внимание тем делам, которые вы не закончили или которые у вас открыты. Займитесь ими. Не старайтесь сейчас стремиться заняться, решить те вопросы, которые вам, возможно, сейчас они не актуальны. Далее, что очень важно сделать до новолуния? Избавьтесь от ненужных вещей, избавьтесь от тех привычек и, возможно, даже отношений, которые тянут вас назад. Мы с вами неоднократно говорили о том, что убывающая Луна, особенно ее последняя четверть, последняя ее стадия, это очень удачное время для того, чтобы убирать вот этот негатив, для того, чтобы убирать вот эти застоявшиеся энергии в нашей жизни. Если вы чувствуете, что у вас есть какие-то определенные моменты на работе, вы видите, что вас что-то постоянно тормозит, в таком случае, как минимум, разберите хлам, разберите беспорядок на вашем рабочем столе, потому что кроме вас, как правило, никто этим не будет заниматься. Также просмотрите все свои шкафчики на работе. Есть возможность, возьмите своими руками, сделайте свои своеобразную генеральную уборку. Возможно, да, у вас в офисе есть уборщица, которая занимается уборкой, но все равно возьмите, допустим, у вас есть свой кабинет, переложите, например, книжки, переложите папки, просто их откройте, просто посмотрите. И обращаем ваше внимание также, если у вас на работе на данный момент есть какие-то рабочие задачи, которые, как вы не знаете, как решить, возьмите, уделите им побольше внимания. Не думайте о том, что вам нужно через неделю подготовиться к командировке или к какому-то отчету. Вот сейчас займитесь именно этими глобальными задачами. Подготовьтесь к новолунию, потому что новолуние поможет нам правильно настроить себя и настроить окружение на июль. Обращаем еще раз ваше внимание, июль достаточно будет неоднозначный месяц для многих людей, потому что с одной стороны, знаете, все уходит в спячку, в
какой-то степени, потому что все готовятся к отпускам, у всех есть определенные какие-то свои задачи, цели, да и время как бы такое не очень понятное для многих людей. И поэтому все-таки постарайтесь вот сделать так, чтобы это новолуние было для вас несложным, и это новолуние не влияло на ваши материальные аспекты. Это очень важно. Поэтому постарайтесь до новолуния, то есть до 28 июня, ночи включительно, завершить все то, что, возможно, вам мешает и влияет также на вашу жизнь. Также еще обращаем еще одно внимание на то, где вы должны проявить большую осторожность. Во-первых, все, что касательно денег. Не старайтесь сейчас до новолуния делать какие-либо крупные вложения. Не стоит сейчас продавать какие-то свои ценности. Это касается недвижимости, это касается той же машины. Иначе вы можете просто прогадать, а потом будете кусать локти. Поэтому обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Также постарайтесь до новолуния и еще пару дней после не принимать никаких серьезных, важных и ключевых решений. Перенесите их на начало уже растущей луны. А растущая луна у нас с вами начнет уже, войдет, будем так говорить, в свое энергетическое поле со 2-3 июля, когда вы уже сможете по-другому планировать и двигаться. Кроме того, в это новолуние у многих людей возникнет понимание того, что им нужно делать далее в жизни. Дело в том, что сейчас вот июнь прошел, и многие ощутили на себе, насколько влияние было внутреннее и внешнее. У многих людей был дисбаланс, не было определенной подпитки, и это все влияло на вас. Обратите на это внимание. Кроме того, обращаем еще внимание на один момент, почему мы считаем, что нужно обязательно подготовиться правильно к новолунию. Дело в том, что у многих людей в конце именно этой недели, начало следующей, это ближе к 1 июля и далее 4, 5, 6 июля, у многих возникнет вопрос с деньгами. Это будет что именно касаться. Так как энергия будет новолуния достаточно сильного, поэтому для многих людей будут вопросы, связанные с деньгами, как мы уже сказали. Поэтому обращаем ваше внимание, у одних людей появятся возможности для того, чтобы заработать деньги, у еще одних людей появится возможность поменять свою работу. А это говорит о том, что, поменяв работу, вы можете переступить на новый этап в своем развитии. И у других категорий людей появится время для того, чтобы уехать за границу. Здесь, знаете, можно говорить о том, что у некоторых людей им придется покинуть свои родные места. При этом это, к сожалению, будет не по тому, чтобы вы хотите отдохнуть. Нет, это возникнет ситуация из-за того, что происходит в вашем регионе, конечно же. Но это не повод расстраиваться, потому что сегодня в мир вот таких вот технологий каждый из нас может работать онлайн. Поэтому, пожалуйста, не зацикливайтесь. И очень важно тот момент, не думайте о том, что если вы сейчас не молодой, вы не можете что-то, не думайте так, потому что сейчас каждый человек может работать в онлайн и зарабатывать деньги. Поэтому у многих людей есть возможность вот встретить правильно новолуние и заложить вот те зерна, которые вам в первые 2 недели июля помогут открыться и найти новые возможности. Поэтому, уважаемые наши слушатели, пожалуйста, если у вас сейчас есть какие-то проблемы, вот последние дни перед новолунием, не думайте, что так будет всегда. Это вот сейчас у вас не хватает энергии, вам нужно порешать определенные свои задачи.
Если это не получается на данном этапе, не расстраивайтесь и не думайте, что вы уперлись в стенку. Нет, просто нужно через некоторое время вернуться к этому вопросу. Обращаю ваше внимание, чем больше вы будете зацикливаться на своей проблеме, чем больше она как трясина вас будет затягивать. Поэтому попытайтесь решить все свои вопросы до новолуния. Не получилось, вернитесь уже к этим вопросам 4, 5, 6 июля. И появится те окна, через которые вы сможете действительно увидеть, что вы можете решить те или иные вопросы. Так что, друзья, новолуние достаточно будет интересно, оно сильное будет, для кого-то даже пророческое будет. Также в это время обращайте внимание на сны, потому что в снах могут быть ответы на все те вопросы, которые вас беспокоят, а также могут быть и сюрпризы для вас. Поэтому проснулись, записали. Благо есть сейчас интернет, вы можете просмотреть. Кроме того, бывает так, что люди, которым снятся сны, они уже довольно имеют опыт и понимают, что для одних значит сон, потому что одни и те же картинки во сне, именно элементы, вещи могут в каждого человека трактоваться по-разному. Поэтому не зацикливайтесь, но все-таки ищите лучшее для себя.